Привет, друзья! То, что происходит в Берлине, уже называют беспрецедентной чисткой. Канцлер Фридрих Мерц окончательно отказывается от курса центристской стабильности, который выстраивала Ангела Меркель и Олаф Шольц. Теперь это новая реальность. По данным, просочившимся из круга советников, при правительстве идет полная ревизия решений последних 2 десятилетий. Ключевые законопроекты эпохи Меркель отправлены на пересмотр, как сообщают немецкие обозреватели. В ближайшие месяцы ожидается аннулирование целого пакета зеленых законов, включая стратегию по отказу от традиционных источников энергии. В МВД начинают сокращение тех департаментов, которые курировали миграционные программы времен Шольца. Группа, отвечающая за реформу, действует по принципу «с нуля». Там нет фигурантов старых политических команд, их называют технократами, пришедшими с задачей разобрать на запчасти старую машину власти. Политическое крыло ХДС в смятении, внутри партии уже назревает конфликт между классиками Меркель и командой Мерца. Но в канцлерамте полная поддержка курса. Все чаще звучит «Германия должна быть жесткой». Именно это лейтмотив новой волны. Публично об этом пока не говорят, но в кулуарах Бундестага открыто признают, старой Германии больше не будет. Но дальше еще острее, деньги становятся оружием. Берлин уже выстраивает свою параллельную экономику. Как утверждают аналитики, Германия готовит новый финансовый каркас, который исключает контроль со стороны Еврокомиссии. Проект носит неофициальное название «Золотая независимость». По данным инсайдеров, речь идет не только о временной приостановке взносов в общеевропейские фонды, но и о формировании альтернативной модели накопления и перераспределения ресурсов. В Минфине и Бундесбанке обсуждаются механизмы вывода золотых резервов из-под координации ЕЦБ. Главный посыл – Берлин больше не желает финансировать общие проекты, если они не отвечают интересам самой Германии. Это касается и климатических инициатив, и оборонных закупок, и цифровой модернизации. Внутренние расчеты показывают, ежегодное отчисление в механизмы Европейского Союза превышают выгоду, которую Германия получает взамен. По словам источников, близких к Министерству экономики, Мерц рассматривает возможность заключения прямых двусторонних финансовых пактов с отдельными странами Европейского Союза в обход Брюсселя. Это революция в бюджетной политике Союза. Банковский сектор в ожидании уже сейчас эксперты фиксируют перераспределение портфелей и подготовку к выпуску суверенных облигаций, номинированных исключительно в немецком праве. Публичные заявления сдержаны, но по факту Германия готовится к финансовой автономии. И это первый шаг к полному переформатированию правил в Европе. А теперь то, о чем в Европе боятся говорить вслух. Пока в Брюсселе продолжают обсуждать реформы, реальное решение давно принимается в другом месте. Польша, Чехия, Венгрия и Болгария. Страны, которые раньше ходили по струнке, теперь резко меняют свой курс. Все больше политических сигналов указывает, Берлин становится новой осью в Восточной Европе. Как сообщают польские и венгерские журналисты, регулярные встречи министров обороны, финансов и внутренних дел с немецкими коллегами проходят за закрытыми дверями, причем без участия и даже уведомления Еврокомиссии. Такой формат уже не выглядит как дипломатическая вольность, это системная координация вне Брюсселя. На повестке это защита границ, распределение бюджетов, формирование общего подхода к миграции и безопасности. По данным инсайдеров, в Берлине идет активная работа над схемами двустороннего и многостороннего взаимодействия без Европейского Союза. Особое беспокойство вызывает то, что ни одна из стран-участниц не делает шаг назад. Париж нервничает, а Макрон избегает комментариев. Внутри Франции нарастают опасения, идет создание альтернативного центра силы, где решения принимаются без традиционных европейских механизмов. Обозреватели уже окрестили эту модель Европа 2.0 не декларация, а действие, не единство, а сеть. И у этой сети центр не в Брюсселе, а в Берлине. Старые правила рушатся прямо на глазах. Смотрите, кто берет управление. То, что еще год назад считалось невозможным, сегодня становится
Нормой Германия, Польша, Венгрия и частично Чехия действуют не как члены одного союза, а как координированный блок с собственным маршрутом. И самое интригующее, делают это без создания новых договоров, структур или флагов. По информации европейских аналитиков формируется новый тип влияния. Не через Европарламент, а через юридические соглашения министерств. Подписываются общие рекомендации по бюджету, выстраиваются единые протоколы на границах, синхронизируются позиции по ключевым вопросам от миграции до энергетики. Такой подход невозможно отследить официально, потому что он построен на принципе много точек, одна линия. Все решается не на саммитах, а в кулуарах, на форумах, в неформальных встречах. Все чаще звучит термин «координация без центра». Это архитектура, это угроза для старой модели Европейского Союза, где решения шли сверху вниз. Теперь все наоборот, снизу вверх, но быстро, гибко и без затяжек. Особый акцент делают на том, кого нет в этой игре. Франция в стороне, как утверждают немецкие обозреватели, Берлин окончательно перестал воспринимать Макрона как равного партнера. Его медлительность и попытки балансировать между Соединенными Штатами Америки и Европейским Союзом выглядят анахронично на фоне действий Мерца. В этом союзе нет лишних слов, только синхронные шаги, и все больше стран предпочитают действовать по этому сценарию. Но кто же реально стоит за этим? Ответ вас удивит. Такую трансформацию Европы делают люди из тени. Вокруг Фридриха Мерца выстраивается новая команда, технократы будущего, каких уже называют в аналитических кругах. Это не партийные тяжеловесы, не выходцы из старой коалиции и уж точно не фигуры из традиционного эстеблишмента. По неподтвержденным, но активно обсуждаемым в кулуарах сведениям, большинство этих людей пришли из частного сектора, крупного бизнеса и стратегических консультантов. Они не выступают на телевидении, не раздают интервью и даже не ведут соцсети. Но именно они сейчас держат в руках архитектурный план новой Европы. Их главная особенность – это полный отказ от бюрократии ради скорости, вместо бесконечных согласований, схемы прямой реализации. От концепции до внедрения за неделю. Именно это делает политику Мерца такой непредсказуемой и одновременно эффективной. Пока старая элита собирает подписи под резолюциями, новая команда уже внедряет миграционные фильтры, меняет налоговые механизмы и пересматривает внешнеполитические векторы. Как утверждают наблюдатели, это не просто группа советников, это мозговой штаб перезагрузки. Их влияние уже ощущается в ключевых решениях Берлина, а масштабы только растут. Их цель – это не реформа, а замена всей логики управления, включая внешние связи, внутренние правила и даже юридическую базу. И пока одни строят, другие в панике. Система трещит по швам. То, что еще недавно считалось невозможным, сейчас происходит в прямом эфире европейской истории. Старая элита в ступоре. По информации из утечек внутренних отчетов ХДС и СДПГ, в партиях началась настоящая турбулентность. В кулуарах звучат слова деморализация, изолированность и кризис влияния. Привычные механизмы больше не работают, бюджеты режутся без консультаций, целый департамент теряет смысл существования, а ключевые решения принимаются не в комитетах, а в закрытых аналитических группах при канцелярии. Стратегии, на которых стояли десятилетия европейской политики, от современного распределения бюджета до обороны и координации, фактически обнуляются. По мнению политтехнологов, Мерц не просто меняет курс, он уничтожает платформу, на которой держалась вся предыдущая конструкция Европейского Союза. Символично, что старые политические тяжеловесы, Меркель, Штайнмайер, даже Макрон либо хранят тишину, либо ограничиваются дежурными репликами. Они понимают, вся их система уже не актуальна. Решения больше не согласовываются, они вводятся. И неважно, кто за, кто против. Это и есть новая реальность, которую старая элита пытается осмыслить, но времени на размышления уже нет. Пока они думают, новая Европа строится и без них. Если вам понравился мой рассказ, ставьте лайк, подписывайтесь, делитесь этим видео. Спасибо за просмотр.